Расскажи, с каким запросом ты пришла, твою цель, твои аспекты. Мгм. Так, ну, у меня цель сеанса на расторжение всех контрактов с антимиром, вот, выполнить свою миссию, вот, и отменить, отключить все зацепки, все крючки, все, что еще меня удерживает в соединении с антимиром, расторгнуть все договоренности, все контракты под контрактой, и все кармические договоры, контракты рода, контракты на воплощение, миссии. Если все, что имеет мой отпечаток на этой временной линии, на всех других, прошлом, настоящем, будущем, и внутри всех измерений, и уровней, и сфер, вот. Я все вызываю копии и зеркала, и всякого рода дополнения к соглашениям, и контрагентам, и договорам. И внутренней властью с моего суверенного я объявляю, что все эти соглашения ноль. Я все их расторгаю и отправляю в галактическое ядро. Вот. А, Одну Я секундочку. есть, да. Цель еще не закончилась? Нет, ну и я желаю жить по конам Творца, по законам, по конам Божественного Всесвета, вот, в гармонии с собой вернуть свое истинное ДНК и все свои энергии, которые были мною утрачены. Так, отлично. С целью, это цель, да? Да. Теперь запрос нужно уточнить. То есть это Мгм. тот запрос, с которым ты пришла. Теперь у меня есть к этому запросу уточняющие вопросы. Да? То есть я для себя должна уяснить, что это Мгм. для тебя именно. Потому что под этими словами у каждого может быть что-то свое. Вот. Например, у меня такой вопрос. Что такое галактическое ядро для тебя? Ну, я думаю, что это, эм, наверное, вот сейчас я затрудняюсь ответить, что Скажи, это такое. пожалуйста, сможешь ли ты в своем сеансе что-то куда-то отправить, если ты не знаешь, что это и куда это? Но в своих, когда я вот, ну, дышала, и когда я вот сама прорабатывала себя, но я открывала всегда портал. И отправляла, открывала портал. И в портал все отправляла. Вот. Но я думаю, что, вот этот вот галактическое ядро следует, наверное, все таки вычеркнуть из моего, манифеста. Нужно просто уточнить. То есть, смотри, чем это можно заменить более понятным для того, чтобы подсознание не поставило вообще блокировку на всем сеансе? Мгм. Ну, смотри, каждый может это понимать по-своему. Точно так же, как Бог, понятие Бога для каждого тоже свое. То есть, если у нас что-то непонятно, может подсознание просто заблокировать. То есть лучше это назвать понятным языком, да, то есть на утилизацию. Ну, это Да, вот понятно, да. да-да-да. Мгм. Почему? Потому что это понятно, что такое утилизация. Мы это уже понимаем, да, то есть отработанный материал. Забираю свое, отработанное, вот это, что я все натворила там, насотворяла, я это аннулирую, пусть оно все уничтожается. Хорошо? Да-да-да-да, Такая именно так. формулировка подходит? Вот как раз да, потому что в предыдущих сеансах я смотрела, всегда думаю, какие молодцы, девочки. Настолько четко вот у них, я такая думаю, его запомню. Потом думаю, или перепишу. Думаю, ну, наверное, я своими словами скажу, потому что я что-то писала, и что вот, и вот галактическое ядро это вот попало на самом деле. А ведь на самом деле, да, что все, что связывало меня с антимиром, все, что я, да, насотворяла, все на утилизацию. Все, что не соответствует моему ДНК, все, что не мое, все, что я, да, в этом начиная с рождения, все мои
все, что я прожила, все, что я нацепляла за весь период моей жизни, начиная с моего детства, все программы негативные, все это, да, я все контракты, все это от себя отторгаю. И, естественно, это особенно касается вызывания духов, все гадания на картах. Э, Одну секундочку. да. Мы до этого дойдем, да? Мгм. Хорошо? То есть мы Да-да. сейчас поработаем с целью, потому что Мгм. подсознание должно понимать, куда оно идет. Что я хочу сделать? И главное, зачем оно мне? И насколько это оно важно для меня? Вот насколько важно для тебя вот это расторгнуть все контракты, вернуть свое истинное ДНК. Что это для тебя? Как ты себе это представляешь? Куда оно тебя должно привести? То есть результат этого сеанса. Как ты себя будешь чувствовать, что ты получишь, когда сеанс закончится? Это первый вопрос. Да. Ага. Но это прежде всего после сеанса, это, естественно, состояние и внутреннее, и, ну, как гармонии, и ощущение, что наконец плохие сны закончились, что, вот эти все панические атаки и, вообще, ну как, да, действительно, что я в гармонию сама с собой приду и перестану мучиться, наконец, и начну жить, меня эти видения и все эти прошлого, и все эти прошлые абьюзеры, и все мои накопленные, вот этот вот негативный багаж, что он останется позади, я перестану мучиться, и я вот начну, наконец, свободно дышать и жить спокойно, спать, и, ну, и творчеством заниматься, себе приносить людям пользу, и просто жить в гармонии и для себя, для людей, для близких. Ну, то есть, прежде Отлично. всего, сама с собой, наконец-то, я в гармонию приду. Потому что груз вот этот прожитый, то, что я очень много на себе принесла, нагрузила очень много, это все меня тяготит, тянет вниз, и я понимаю, что если мне не освободиться, то есть, у меня все будет ухудшаться, и причем это будет наваливаться как снежный ком, причем все быстрее и быстрее. Вот поэтому. Отлично. Мгм. Скажи, пожалуйста, вот если вот эта цель, как ты себе представляешь, что ты будешь свободна, другими словами, я перефразирую, а ты уточни, если я правильно тебя поняла, что ты будешь жить в гармонии с собой, своей душой, с первотворцом, с людьми, да, Конечно, выстраивать гармоничные именно так. отношения, будешь принимать правильные решения, потому что именно решения наполняют нас определенным видом энергии. То есть Конечно, правильные решения наполняют нас счастьем, гармонией, успехом. Человек начинает жить по собственному плану, да? конечно. То есть Да-да-да. если, смотри, если вот представить, что вот это состояние гармоничное — это 10, скажи, пожалуйста, на какой цифре ты сегодня находишься? Как бы ты оценила, что тебе идет на пути к этой цели? Э, я бы сказала 6. 6, отлично, да? Это больше половины, супер, да? Прекрасно. Да. То есть нам осталось сделать 4, то есть от 6 до 10 не так уж и много, да? А как ты думаешь, что ты должна сделать, чтобы достичь этой десяточки, той гармонии, к которой ты стремишься? Ну, это, скажем так, это на сегодняшний момент, потому что когда ты этого достигаешь, наши цели как горизонты. Они отодвигаются, да? То есть у нас Мгм. расширяются возможности и так дальше. То есть вот на сегодня ш какие шаги ты, готова предпринять уже сегодня для того, чтобы достичь этой гармонии? Ну, прежде всего, а, мне нужно вернуться в свое детство и То есть просто сеанс да. регрессии, другими словами. Да-да-да, именно в сигнансе регрессии мне нужно вернуться в свое детство. Каждый раз, когда я дышу, меня всегда как будто бы подсознание берет за ручку и говорит: "Вера, тебе нужно вернуться в детство".
Я говорю: "Я не хочу, я не могу, не хочу смотреть, мне страшно, и мне не хочу, мне так тяжело". А мне все время говорит: "Вера, возвращайся в детство". Ответы на все вопросы, все в твоем детстве, все ответы. Да, на сеансы, да, мне нужно вернуться в детство и, самой себе маленькой сказать, что ты больше не жертва, никто больше твои границы не будет размывать, ломать, никто тебя больше не будет бить, оскорблять, вот, нападать на тебя, насиловать, ну и так далее, и так далее. Ну, насиловать это уже в юношестве, вот, а в детстве не быть, не чувствовать себя никчемной, никому не нужной, и чтобы я больше не хотела умереть. Вот так. Отлично, потому что в детстве закладываются основы нашей Да, личности, и поменять эту основу. Потому что все держится... Человек– это не бла-бла-бла, это не слова. Человек– это решение и действие. То есть поменять свое решение. Тогда вот так да. решала, а сейчас вот так. Отлично. Какие шаги еще, как ты думаешь? Э, А, Да, но ну, знаешь, Виктория, вот помимо вот того, что вот шаги, то, что разобраться наконец в своем детстве, но, естественно, потом, насколько хватит времени, конечно, самые основные контракты, все основные мои неправильные решения, которые дальше всплывут, все их разобрать и отказаться от них. То есть, где я кого обижала, вторгалась в чужое пространство, где То я есть занималась неприглядными делами, так скажем. это мы назовем одним словом осознание. Да, именно так. Отлично. И еще можем, какой еще, что ты еще предпринимаешь для того, чтобы И, освободить свое тело, допустим? мгм. Ну и решение свое отныне, что я свободная душа, что я человек, что я Так, любимое дитя манифест. Вселенной. Да, что я возвращаюсь к себе самой такая, какая моя душа была задумана и создана изначально, без этих негативных программ. Вот. Прекрасно. А как с телом ты работаешь? Что мы на физике можем? Потому что наше Так. тело хранит память. Мгм. Но, что я предприняла вот, за все это последнее время, помимо первых сеансов регрессии, моя битва за себя, за своего освобождение с 18 года началась. И потом, обязательно, что меня спасло и до что я дошла до сегодняшнего дня — это дыхательные практики. То, что Мгм. они спасли мне жизнь, моё сознание — это полный отказ, от курения сначала, а потом от алкоголя — это однозначно, и выход, и отказ от всех христианских, вот. Но жить в осознанности, то есть никому не приносить вреда, не вторгаться в чужое пространство ни в коем случае. То есть, и распространять гармонию себя вокруг себя, добро, радость, насколько я это могу, не вторгаясь в чужое пространство. Вот. Мгм. И на физике тела, конечно же, это забота о своем теле, и о том, что ты кушаешь, что ты пьешь, что ты вокруг себя в свое тело, чем я себя окружаю и кем. Ну, вот так. Мгм. Прекрасно. Я насчитала 9 шагов, да, которые ты предпринимаешь для того, чтобы освободиться. Прекрасно. Это просто прекрасно. Почему? Вот смотри, чтобы достичь твоей цели, перейти от шестерочки до десяточки, естественно, нужен сеанс регрессии, чтобы отменить те контракты, которые удерживают в тех ситуациях, да? Потому что эфирное Мгм. пространство, там все здесь и сейчас, там нет прошлого. Когда-то решил, и оно висит и работает до сих пор. Осознание. То есть без осознания, что происходит, без понимания связи между решениями и последствиями, и как это все сделать, то есть это блуждание по незнакомому городу. Манифест. Да, манифест это очень важно, потому что человек решает и оглашает свои правила. Я буду таким, да, потому что каждый человек
И тогда это подсознание, когда есть выбор, каким же быть, как же поступить, подсознание сразу, образно говоря, показывает: ты же сказал вот таким быть. То есть прекрасно. Дыхательные практики, Мгм. естественно, то есть освободить свое тело от этих энергетических блоков, от этой негативной памяти. Говоришь о физической чистоте, Да, да, экологичность, то есть, да, то есть это понимание, чувствование э, принципов Вселенной. Мы говорим экологичность, да, то есть я не мешаю никому жить, я живу как я, понимаю это, и я не позволяю никому, чтобы мне мешали жить так, как я хочу. да, именно так. Да-да-да. Мгм. Седьмое – это светить собственным светом, то есть раскрыть свой внутренний потенциал, потому что мы себя не делаем заново, мы уже сотворены чистыми и лучистыми изначально по определению, потому что наша божественная часть, наша душа – это часть сознания Первотворца. И она одинаковая у всех. У всех есть одинаковые возможности и ресурсы достичь любых результатов. Мы просто убираем из себя то, что это мешает нам. И, конечно же, забота о теле и духовная чистота. То есть ты говоришь, что ты просто понимаешь, что какие духовные практики тебе мешают, да, какие тебе не подходят, а какие подходят. Вот это и есть духовная чистота. Потому что духовность это имеет два начала. Есть чистая духовность и есть темная духовность. Да? Отлично. Теперь, когда мы это все определили, все уточнили, знаем, куда идти, тогда мы Да. уже можем сейчас погрузиться, да, то есть ты сейчас можешь вот погрузиться в свое подсознание, в свою кладовую, где находятся все знания, все ресурсы и все возможности достичь, проработать, понять, получить ответы. То есть все находится в тебе. Значит, если ты готова, то ты можешь сейчас занять какое-то удобное место, положение для себя. Занимай удобное положение, как тебе удобно. Расслабляйся. Ты в безопасном месте. Все, что ты будешь видеть и ощущать, это только твое. Мгм. Я сейчас посчитаю от 5 до 1, и волна расслабления пройдет от головы и постепенно будет опускаться до кончиков пальцев. Ты мысленно будешь представлять и чувствуй, как твое тело реагирует, как оно отвечает на твой запрос расслабиться. Я сейчас посчитаю от 5 до 1, ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство. 5. Волна расслабления проходит по твоей голове, опускается все ниже и ниже. Ты чувствуешь, как расслабляется твоя кожа головы, мускулы лица, шеи. 4. Почувствуй, как расслабление опускается ниже и наполняет твою грудь, спину. Тебе хорошо, спокойно. 3. Расслабляется твой живот, все органы, каждая клеточка твоего организма наполняется светом расслабления и негой. Волна расслабления опускается ниже
Ты чувствуешь, как расслабляются твои бедра, колени, 3. Ты все больше и больше погружаешься в расслабление. Твои ноги полностью расслаблены, икры, пяточки, пальчики ног. 1. А сейчас я посчитаю от 1 до 3, и ты найдешь в эфирном пространстве свое эфирное тело. 1, 2, 3. Вера, скажи, пожалуйста, что ты видишь, что ты ощущаешь? Да, при отсчете я в детство так картинку увидела, то слезы пошли. А свое Хорошо. эфирное тело мне пришло белое такое пространство. Белое пространство. Почему оно белое? Дотронься пальцем и считай, что означает этот цвет. Я вспомнила последний сеанс, как ты увидела белое пространство тоже было. Мгм. А оказалось, что это чей-то огромный глаз, как был белок. Ага, А мне почему-то такое еще хорошо. С чем приходило раньше. ассоциируется? Мгм. Как бы ты одним словом назвала? С чем ассоциируется, что означает этот цвет и этот глаз? Первое, что приходит. Не знаю, всевидящее око, вот это вот, Мгм. которое рисует. Хорошо. Рецесс с узким зрачком еще. Мгм. Мгм. Отсоединись от него. А сейчас найди тот момент, который ты увидела в начале, из детства. Да, я Скажи, увидела. Мгм. расскажи, что ты видишь. А я увидела наш старый домик, ну, Мгм. квартира, ну, на два хозяина, ну, и отец заезжает, лошадь ведет, и телега заезжает. Мгм. А у нас кошка, ну, мы ее любили очень. Она таскала и давила у всех крыс, мы ее любили так, а она отравилась каким-то крысиным ядом, Мгм. и она уже умирала. А отец эту телегу ведет. Что случилось потом? А мы, дети, смотрим и кричим, что там же кошка выползла, он ее колесами раздавил. Что ты Я так почувствовала в это кричалась, время? отчаяние, Мгм. потому что ему было все равно. Как бы ты хотелось эту ситуацию поменять сегодня? Что ты тогда не сделала, а могла бы сделать? Или Ну, что ты наверное, хотела сделать? ну, надо было все-таки взять Послушай, ее, что ты хочешь сделать. Да, ты унести хочешь взять ее. и Но унести. она уже, и у нее она уже была безнадежна. Она у соседки какой-то яд крысиный съела. Вера — это эфирное пространство. Там возможно все. Сейчас ты можешь пойти и забрать эту кошку, Мгм. рассказывай, что ты видишь, и положить куда-то в безопасное место. А я ее взяла в руки и в огород унесла туда, между И- грядок, где а морковка с- растет.
Да, а сейчас поговори с этой кошечкой, и ты можешь ее спросить, зачем она пошла и покушала этот яд. И ты хочешь, и ты можешь отменить эту ситуацию и предпринять как что-то, чтобы она этого яда не покушала. И таким образом душу этой кошечки освободить. Ну, мне приходит, что, ну, я бы как-то мысленно, наверное, с ней погладила ее и поговорила с ней, чтобы она туда, в тот дом не ходила. Потому что ей прям хотелось всех крыс извести в округе. Мгм. А туда, в тот дом не ходила, там эта злая старуха жила. А посмотри, что происходит в эфирном пространстве, что поменялось. Проследи за этой кошечкой. Может, Но но мне так пришло, что мы с ней на крылечке сидим. Она сидит рядом и мурлычет. Она ну такая вот, серая, очень красивая. хорошо. То есть она осталась жива, то есть ты отменила это событие, Да, а она сейчас, меня поняла. да, сейчас посмотри и почувствуй, как изменилось твое состояние, есть ли это еще ситуация, где папа едет на этой телеге. Но, то есть, ну, он просто заехал и всё. Мгм. Ну, то есть все как всегда, обычно, когда он приезжал. Да. Да. Ну и да, она А прожила теперь, долгую жизнь. Мгм. а теперь обрати внимание на то, как ты себя чувствуешь в этот момент. Ну, я как ребенок, ребенок, но мне Забу- радостно. Мгм, мгм. А сейчас отсоединись от этой ситуации, и ты можешь передать информацию отцу, своим родственникам, сестрам, братьям, да, что об этой ситуации, да, то есть чтобы у них тоже эта травма была снята. Тогда была только старшая сестра. Тех Хорошо. еще не было детей. Мгм. Сестре старшей. Отлично. А теперь отсоединись от этой ситуации и найди в эфирном пространстве еще раз свое эфирное тело. А, но я видела в дыхании, когда вот прям, расширялась, и я увидела ся я очень-очень большая. И у меня над головой венок такой. А сейчас что ты видишь? Но вижу ся большую, что я с ну, Почему ты плачешь? Что ты вспоминаешь? потому что я так долго к этому шла. Столько пережить пришлось, чтобы понять вообще, кто я и что я. Потому что я вообще не понимала, для чего я здесь. Мучаюсь так. Как ты хочешь эту ситуацию поменять? Как ты это видишь? Вот ты себя представляешь, да, вот ты по центру перед собой, ты большая. Где то пространство в эфирном пространстве, да, то есть где ты можешь чувствовать себя великолепно? Посмотри вглубь себя и представь то место, место Мгм. твоей собственной силы, где А ты я себя его будешь чувствовать Мгм. А я его много спокойно. раз представляла. Где оно? Много-много раз оно мне приходило в дыхание. Мгм. Такой, как холм, и такой, Да. как, храм, ну, не храм, не знаю, так шторы ветром раздувает. И такие колонны небольшие, как без окон.
Так, Мгм. ветер такой теплый гуляет, окна такие раздвигают, развиваются шторы. И в любую сторону, в 4 стороны, куда хочешь, можно выйти. Свободное пространство, куда захочешь, туда идешь. Любую. Хочешь в горы, хочешь в море, хочешь, ну, в поле. Ну, Хорошо. А теперь такое. скажи, пожалуйста, дотронься до этих колонн и считай, что это такое. Тебе приятно или нет? Да, это как будто бы, ну, такой мой, так, как мой дом, как мое место отдыха. Я там одна. А скажи, пожалуйста, тебе действительно там комфортно в этом месте? Не Ш- знаю, мне почему-то кажется, что это погибшая уже. Этого места на физике-то и нет уже. Мгм. На эфир, но я его как-то, как будто я туда прихожу иногда, что ли. Как-то так. Но я его вижу иногда, но я не могу там долго остаться, типа, как-то так. Меня все время тянет вниз, я все время падаю, и я все время в негативной энергии погружаюсь снова ну, меня Мгм. снова грузит назад, и я в С- тяжесть ухожу. Хорошо. А сейчас отсоединись от этой ситуации, и ты можешь выбрать себе в самом высоком пространстве, лучистом и светлом, то место силы, где ты будешь себя чувствовать всегда великолепно, окруженная действительно чистотой, добротой, любовью, заботой. Ну, это, знаешь, Вика, я поднимаю будто голову наверх и смотрю туда, ввысь, Мгм. высоко-высоко, что туда стремятся все наши души, к Первотворцу, в высокие пространства, где наши души зародились. Хорошо, а где здесь, на Земле, ты бы могла себя чувствовать абсолютно счастливой? Ты можешь такое место для себя придумать. Что это? Если бы было на Земле такое место, то что это? Где оно? То есть, или как оно просто выглядит? Что для Но тебя спокойствие, гармония, защита? это то место, где я сейчас нахожусь. Но Мгм. я все время думаю, все говорят, юг, пляж. Я нет, я туда не хочу. Мне как приходит, Великий Север. Мгм. Вот этот вот покой, который мне он дает. Мгм. Вот эти снега. Отлично. А сейчас ты можешь мне сказать, как ты чувствуешь в этом месте силы. Вот ты зашла в это место, и ты можешь его каждый раз, когда захочешь, почувствовать себя более уверенной, более спокойно. Ты можешь это место развивать, то есть ты можешь погружаться в это место и, как говорится, обживать его. И каждый раз, когда ты захочешь почувствовать себя снова уверенно, спокойно, гармонию почувствовать, счастье, ты можешь заходить в это состояние, ты его сейчас можешь зафиксировать и заходить, и развивать все дальше и дальше. Я Хорошо. вижу часто Эверест. Мне часто приходит Эверест, я вижу вершину его, что я там стою. Ты сейчас Всего его видишь вижу. себя на вершине Эвереста, да? Да. А сейчас посмотри вокруг себя, как ты себя чувствуешь, что окружает тебя, какие энергии или какие, что там есть. Но там просто да ниже туда, там очень много погибших туристов.
А так, Хорошо. А почему оно ты просто, стоишь? Что ты делаешь там на горе? ну, по сути, я не знаю, я не могу сказать даже. Но Ты место там, оно там нет положительных энергий, это точно. Да, нет положительных Нет, потому что там опасность. Ты выставила себя, как говорится, на показ всем ветрам, да, правильно? правильно. Спроси себя, зачем? А Чтобы я не что? знаю. У То, что меня все приходит, то время и говоришь. приходит, знаешь, Вика, мне все время приходит, что все завязано, все мои страдания и все, что я предавала и себя, и других. Это Мгм. энергия, это программы жертвы. Мгм. То есть Это Эверест, это всего лишь символ, метафора мгм. моего состояния, что я голая, вечно мерзну на улице во сне. Мне Мгм. стыдно, энергии страданий. Это Эверест, это метафора. А скажи, пожалуйста, а что бы ты сейчас хотела сделать с этой горой, чтобы она перестала уже вот как бы давлеть над тобой? Смотри, эта дорожка привела тебя, да, к этому Эвересту. Вот посмотри, насколько этот Эверест большой по сравнению с тобой. Да, 10 000. И А я сейчас это, его это же твоя... создала, да, его надо Что? из своего пространства его надо просто убрать, отменить его, Ты можешь потому что пойти это не по мое. той же, да, по той же дорожке, по которой ты его создала, как ты сюда пришла. Пойти, иди назад. И с каждым шагом этот Эверест становится все меньше, меньше и меньше. Ты можешь Да, представить. а я уже А на зеленую травку пришла, вот, ты пришла на зеленую травку. который, Посмотри, что да, ты там делаешь. а, она такая под ветром колышется у подножья, там М, хорошо, тихо и очень Тебе комфортно. хорошо, тихо, Да. Мгм. комфортно. А сейчас наполняйся еще больше энергиями гармонии, счастья. И скажи, пожалуйста, где в твоем теле находится разрешение быть счастливой, гармоничной? В эфирном плане на этой зеленой травке. Это место твоей силы, истинное место твоей силы. Ай, это мое сердце, Вика. Сердце. Да. Хорошо. Твое сердце. Что ты хочешь сказать своему сердцу сейчас? Ты хочешь с ним поговорить? О, еще бы. Мгм. Очень хочу. Я ему хочу Чтобы сказать. обратись к нему, да, то есть сначала обратись к нему, поблагодари, что оно у тебя есть, что оно является вместилищем твоей божественной души, Да, и попроси его, чтобы твое сердце простило тебя за твои неправильные решения, а ты прощаешь его за то, что оно подчинялось твоим решениям вредить себе, выходить на эту гору Эверест, на показ всем ветрам и опасностям. Отмени это решение в детстве, в юности, все решения твои. И вместо этих решений быть жертвой, да, зафиксируй новые решения. Быть хозяином своей жизни, быть тем, кем ты есть на самом деле. А сейчас посмотри, пожалуйста, в глубину своего сердца и посмотри, какая ты внутри, что ты чувствуешь. м. Оно у меня как будто бы немного как что-то черное, как будто бы. Оно не полностью красненькое. Там Мгм. пробито, как будто бы дырища такая, что ли.
Мгм. потому что мне много раз больно делали. А сейчас посмотри, пожалуйста, это черная энергия. Она тебе принадлежит, тебе истинной, Нет, рожденной конечно. по конам первого Творца, не принадлежит. Ты ее Нет. можешь просто убрать. Да, Убирай и выбрасывай. Куда мы выбрасываем? На на утилизацию. утилизацию, да. А свою энергию, которую ты потеряла, ты можешь вернуть себе. Потеряла во всех моментах, когда ты решала стать жертвой. Наполняйся своей собственной силой. И вот эту красную энергию, энергию агрессии убирай из своего пространства тоже. Освобождай свое сердце, свой весь потенциал. Что ты видишь? Ну, я как-то больше притока света вижу. И Так. действительно, да, больше света. Мгм. А теперь скажи, пожалуйста, Да, хочешь ли ты все больше и больше этого света чувствовать в себе, все больше и больше ощущать эти чувства гармонии, света? Ты же говорила, что ты хочешь светить конечно, собственным светом, да? конечно. Вот вспомни свою манифестацию и прочитай эту манифестацию, да, своему сердцу, что твой выбор– это выбор света, конов первотворца, гармонии, абсолютного здоровья, идти и чувствовать коны Вселенной, чувствовать в себе присутствие Первотворца, Бога, научиться и ходить только дорогами света– это твой выбор. И ты можешь сейчас все сказать своему сердцу, все, что ты хочешь. Да. Но я ему говорю: "Прости меня за все Мгм. сигареты, мною выкуренные, когда А я ты была себя так про". прощаешь? Да, за то, что я выпила столько ненужных, алкоголя. Мгм. Я так ошибалась, да. Переведи сейчас эту ошибку, назови ее по-другому. Назови ее опыт, Да, потому что на тот момент это было твоим самым лучшим решением. Поэтому прости себя, обними себя, примирись с собой, своим сердцем, своей душой, разумом. Поднимайся вверх, попрощайся со своим сердцем, скажи ему, что ты его любишь, отсоединись от своего эфирного тела. Скажи мне, пожалуйста, как ты себя чувствуешь? хорошо. Хорошо? Да, да, Лучше, чем в начале? конечно, гораздо. Я Прекрасно. спокойна и гармонична, да. Хорошо. Сегодня это будет все. Я сейчас посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в нашу физическую реальность, откуда я с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. Почисть все твое пространство, все ненужное отправь в портал на утилизацию. Верни себе все твои энергии, потерянные во время любых переживаний в детстве, в юности или во взрослом состоянии. Вот. Наполняйся любовью, гармонией, любовью к себе в первую очередь. Что ты ощущаешь? Что ты видишь? Но я сейчас увидела, как прозрачный шар такой Мгм. чистый. Да, Такой большой отлично. шар, такой чистый. Это моя энергосфера. Да, Такой шар. поднимайся в самые высокие энергетические пространства, наполняйся энергией света, чистоты, гармонии. И когда ты захочешь почувствовать снова это, ты просто вспомни этот момент, и ты будешь находиться Да. в этом состоянии.
А сейчас отсоединяйся от всех и от всего. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в нашу реальность и будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Ну, привет. Ага, Вика. Ах, Прекрасно. Ну, смотри, конечно же, это у тебя прекрасная визуализация, и ты ее можешь использовать. То есть то, что мы проделали, это пример того, как ты сама можешь с собой работать. Самый лучший способ– это работать вечером и утром, когда мы уже или еще находимся в альфа-состоянии, потому что наш мозг излучает волны, которые движутся с разной скоростью, да, и это называют герцами, да, то есть 20 движений в секунду– это 20 герц, например, да. Альфа-состояние– это между бодрствованием, состояние между бодрствованием и между сном, когда наш мозг наполовину осознает, где он находится, а наполовину он может погрузиться в это программное обеспечение, то есть в эфирном пространстве, и сделать там свое какое-то действие, чтобы все поменять. Для расторжения контрактов, то есть этих способностей недостаточно. Да? То есть нужно как взгляд со стороны, нужен телепат, то есть телепатическая связь с, э, с этими энергиями, то есть более четкое считывание эфирного ДНК энергий. Но у тебя прекрасная возможно. визуализация, да, которая очень хорошо показывает твое внутреннее состояние и вытаскивает наружу то, что есть там внутри. Это было восхитительно. Вот эта гора, Эверест, где ты там стояла на ней, да. То есть на самом деле оно показало реальное положение психики в данный момент. То Мгм. есть ты реально сейчас понимаешь, с чем нужно работать, да? И Мгм. вот эти 9 шагов, которые ты мне назвала, да, это как раз будет тот план, с которым ты сегодня пришла, тот план ты осознала сама, то есть это ты назвала, это не я тебе говорила, тебе нужно это и это. Да. Этот М. ресурс есть в тебе, то есть это понимание, что тебе нужно, твое подсознание просто говорит: дорогая Верочка, тебе нужно сеанс регрессии, осознание, манифест, дыхательные практики, физическая чистота, экологичность, светить собственным светом, забота о теле и духовная чистота. То есть придерживайся этого, делай это, и ты будешь гармоничная, счастливая Вера. То есть ты будешь человеком счастливым. Знаешь, как в Библии написано, 10 заповедей? Там не написано: рассказывайте о себе, какие вы духовные, и будете духовными. Нет, там написано: не делай этого, не делай этого, не делай Мгм. этого, и будешь духовным человеком. То есть путь к духовности лежит через решение и через действие. Ну и напиши аспекты, то есть цель, аспекты, Мгм. 1 случай, отменить, все такое, 2 случай, 3 случай. То есть аспект– это конкретные факты. Мгм. Или и это могут быть, например, 9 аспектов и 1 сон. Потому что сон– это тоже аспект, но что ты хочешь в этом сне разобраться? Понимаешь, то есть тоже должна быть цель каждому аспекту отдельно. Что ты хочешь, чтобы произошло там по-другому? То есть какое ты принимаешь решение сейчас по отношению к той ситуации. То есть сеанс регрессии среди этих 10 шагов занимает только 10-ю часть. Это Ну да, нужно конечно. понимать, Да, я что это не понимаю. панацея, а это только один инструмент среди других инструментов, которые работают для обретения целостности человека. Достичь какого-нибудь хорошего, идеального результата только благодаря одному сеансу
регрессии, даже при условии, что будет проводиться сеанс с таким отличным телепатом, как я. То есть это невозможно. Это невозможно. Потому что это только 10-я часть. Все остальное, оно нужно тоже прорабатывать параллельно. И самое важное, это что ты можешь сделать завтра буквально, это написать манифест. Просто прописать: «Я такая». Представь себя сначала, например, через 50 лет, какая-то идеальная, потом через 25 лет. Мгм. И вот какая я, вот как я себя чувствую. То есть я вот все время развиваюсь, потому что там нет, когда человек уже дошел до предела и сказал: «Все, я совершенный», это все, начался его упадок. То есть какая я? То есть вот этот манифест. Я свет. Я всегда выбираю то, что правильно и хорошо только для меня и для окружающего мира. То есть сначала для меня, потом для окружающего мира. И когда ты вот это продумаешь, и ты увидишь, что там в этом манифесте сразу будет и отказ от детских травм. Да? То есть ты не будешь постоянно спрашивать у папы и у мамы, образно говоря, какой тебе нужно быть для того, чтобы им понравиться. Потому что программа жертвы, это говорит о том, что это родители заложили вот эту программу подчинения. Я подчиняюсь себе, своей божественной части. То есть и вот это, когда ты это пропишешь, тебе все моментально проясняется. Ты начинаешь понимать, что внутри тебя вот этот есть внутренний свет, он не вот там, не вот там, не в какой-то практике, он не у меня. Никого нет, абсолютно ни одного человека на земле, кто бы э, имел твой внутренний свет в его руках. Он внутри тебя. Его дал Первотворец. Он поделился своей душой и дал тебе, и дал мне, и дал всем. Только это нужно осознать. Вот, то есть вот это очень важно, да? И скажи, пожалуйста, в этом понимании Мгм. к этой десяточке, насколько ты продвинулась? 8,5. 8,5. Я и записываю. Прекрасно, отлично. Прекрасно и отлично, да. То есть вот так это прогресс, да? Каждый день маленькими шагами, по чуть-чуть мы идем к совершенствованию. Отлично. То есть мы все сделали, сеанс мы назначили. Так, домашнее задание определили. Супер. Ну что сказать? Ты большая молодец. Хочется только услышать твой отзыв о нашем сотрудничестве. Как бы ты его оценила, нашу встречу? Я бы сказала, как, гигантский шаг к самой себе. Прям гигантский. Потому что, пришедшие, когда встреча началась, на вот вибрационный уровень, если свой вот я себя спрошу, он гораздо ниже был. Действительно, шестерочка там кое-как теплилась. А сейчас у меня уже, да, прям, скажем так, твердая десятка, я бы даже сказала. Потому что, я это все прочувствую, ну, на своем уровне, и до меня очень хорошо дошло, потому что я еще и погружалась сама. Вот. Мгм. А в погружении, естественно, ты сам с собой работаешь. Это совершенно другой уровень, совершенно. И вот эти вот вопросы, которые заданы были тобой, они были настолько в такой, мягкой, тактичной, доходчивой форме. Действительно, вот, как будто ты меня ласково взяла за руку и вот, по каким-то вот, ну, скажем так, поддержала. Ну, вот так вот. Да, конечно, от встречи, для меня, для моего вот, для моей душ ну, для моего вот, для моего духовного
уровня, для моего сердца, для моего сознания. Это большой шаг, большой, э, ну, скажем так, скачок. Ну, я так скажем, да. Если резюме подвести, то я хочу сказать, что все супер. И мне Отлично. это очень помогло. Очень рекомендую всем. Дыхательные практики — это путь к себе. Вот. И работа с собой в альфа-состоянии. Вот. Да, то есть Это наш путь к самой себе, он единственный. Других вариантов нет. Я перепробовала медитации море. Разных я кучу, я подходила к себе со всех сторон. Мне не помогало ничего. Я продолжала просто погибать. И вот мгм. как только я начала дыхательные практики, со мной такое творилось. Я думала, я себя буквально, вот как ты говоришь, Мюнхгаузен за волосы из болота, я тянула себя сама. Я Мгм. кричала, корчилась, меня просто разрывало на части. Но я сказала, что я дойду. Что бы ни случилось, я не убоюсь, я пойду, как бы не было тяжело и страшно. И действительно, путь к самой себе, особенно для травмированных детей, те, кто вышел с абьюзивной семьи, из абьюзивной, мамы, папы, которые подавляли ребенка, вот это вот дыхательные практики и вот такая вот психология. Вот именно вот такой вот сеанс, вот, который у нас прошел. Потому что вот он, все в сочетании, оно вот дает такой вот результат. Потому что до того, как я пришла, и мне прям плохо было. Все равно, хоть как бы я себя не это, все равно вот эти программы, настройки, мысли тебя подавляют. И сейчас вот по завершении совершенно другой результат. То есть ощущение себя, я себя чувствую более целостной и более гармоничной, спокойной. Ну, то есть я бы сказала так. Благодарю, Вера. Это меня очень радует, потому что мой опыт говорит о том, и я уверена на 100%, что вся сила в самом человеке. Просто нужно ее помочь открыть, и все.